Приветствую вас, друзья! Сегодня свой видеоурок я решила посвятить позе, которая является королевой, если так можно выразиться, всех асан йоги. Это падмасана, поза лотоса. Я не буду говорить о ее позе долго, потому что, в принципе, сейчас очень много информации. Скажу, что это одна из основных медитативных поз, и многие очень стремятся к тому, чтобы ее освоить. Конечно же, стоит выполнять ее после хорошего разогрева, разминки, поз стоя, сукшма вьяям или комплекса Сурья Намаскар. Но мы сейчас этого делать не будем. Подразумевается, что вы уже хорошенько разогрелись, и поэтому мы начнем прямо с разминочки сидя. И выпрямим ноги, сядем на коврике с прямой спиной. Вытащим ягодицы из-под таза, чтобы седалищные кости у нас сидели равномерно на полу. Ладони крест-накрест, подмышки, и начинаем разогревать наши ноги. На вдохе сгибаем левую ногу в колени, опускаем колено, раскрываем бедро, на выдохе выпрямляем. На вдохе то же самое с правой ногой. Выдох. Выпрямляем. Вдох левая, сгибается нога, выдох, выпрямляем. Вдох правая, выдох. И это упражнение мы выполняем примерно 6-8 раз. После чего переходим к следующему. Здесь можно опереться руками, но не заваливаться на них. На вдохе сгибаем левую ногу в положении вирасана, на выдохе выпрямляем. Вдох, правая нога, выдох, выпрямляем. И далее чередуем также на вдохах и выдохах. Также, если позволяет ваш уровень подготовки, то можно также руки держать скрещенными. Также 6-8 раз мы здесь повторили это упражнение. Встряхнули стопами, сбросили напряжение. Можно постучать коленями об пол. И теперь правая нога у нас остается прямой. Левую захватываем пальчиками левой руки. Опираемся на правую ладошку и начинаем рисовать круги левой ногой, раскрывая еще больше наше левое бедро. Словно рисуем круги пяткой, стопой. Также здесь примерно 8-10 повторов. После чего мы словно укачиваем, баюкаем ребеночка ногой, делаем вот такие вот движения, тоже с акцентом на то, чтобы можно больше раскрыть левое бедро в сторону. Некоторое время мы выполняем эту практику. И затем левую ногу мы укладываем так, чтобы пяточка прижалась к промежности, стопа к внутренней поверхности правого бедра. На себя натягиваем носочек правой ноги. И на вдохе поднимаем руки вверх. Хорошенечко вытягиваемся макушкой, позвоночником, всем корпусом. И с выдохом начинаем опускаться. Не опускайтесь низко, так чтобы спина оставалась прямой. То есть мы тянемся не головой к колену, а животом к бедру. И затем, если растяжка позволяет, цепляемся за пальчики правой ноги. Если пока вы этого сделать не можете, накиньте ремешок. Вот либо такое положение, либо если вы уже достаточно продвинутый практик, то мы стараемся опуститься правой стороной живота на правое бедро. Обратите внимание, что спина должна остаться прямой. В этом положении мы находимся примерно минуту. И затем возвращаемся, сбрасываем напряжение с ног. И то же самое повторяем на правую ногу. Левая прямая, носочек натягиваем на себя. Опираемся на левую ладошку и начинаем рисовать круги правой ногой. 8-10 раз. Затем прижимаем к себе ногу согнутую и как будто баюкаем ребенка. Акцент на отведение бедра вправо. И после того, как вы почувствовали, что бедро достаточно раскрылось, мы укладываем пяточку
промежности стопу к внутренней стороне бедра. Носочек левый берем на себя. Вдох, вытяжение, хорошее, глубокое, плечами, лопатками, макушкой. И с выдохом опускаемся. Живот стремится к бедру. Голову сильно не опускаем, в то же время не заламываем шею. И более глубокий вариант для практиков с уровнем повыше. И здесь также находимся примерно минутку. После чего возвращаемся вверх, встряхиваем ногами. И теперь уже у нас хорошо достаточно бедра раскрылись. Мы берем вновь нашу левую ногу и попробуем уложить голеностоп левый на правое бедро. Пожалуйста, будьте здесь внимательны и очень осторожны, чтобы у вас не свисал голеностоп, иначе может нога упасть, и вы травмируете себя. Лучше пусть колено висит, если пока растяжка не позволяет. Покажу вариант с кирпичиком. Если вас напрягает, что колено у вас не на полу, можно просто подложить под него опору. Таким образом вам будет поудобнее. Не требуется, поэтому идем дальше. Уложили ногу. Это половинный лотос Ардха Падмасана. И в этом положении мы выполняем скруточку, прямой позвоночник, плечи параллельно полу. Левой рукой отталкиваемся от правого колена. И уходим правой рукой и головой. Взгляд направляем вправо, назад. Живот подтянут, Удьяна Бандха. Здесь находимся примерно 4-6 циклов дыхания. И затем, возвращаясь в центр, то же самое повторяем скруточку в другую сторону. Левой рукой уходим назад, опираемся на ладошку, плечи параллельно полу, позвоночник перпендикулярен и отталкиваемся правой рукой от левого колена. Смотрим влево, живот подтянут, макушкой растем вверх. И здесь также находимся примерно около минутки. После чего возвращаемся. Возвращаем левую ногу, встряхнем стопами. И теперь мы выполним то же самое на правую ногу. Также аккуратненько укладываем правый голеностоп. Можно немножко покачать коленом, чтобы еще больше подраскрыть бедро. Носочек левой ноги натягиваем на себя. И скруточка влево. Уводим левую руку назад. Раскрываем грудную клетку. Правой ладошкой отталкиваемся от левого колена. Живот подтянут, Удьяна Бандха. Позвоночник перпендикулярен полу, плечи параллельно. Здесь мы пребываем около минуты, опять же, чтобы прочувствовать, чтобы это было эффективно. И затем возвращаемся в центр, сразу же идем в другую сторону, скруточка. Левой рукой мы отталкиваемся от правого колена. Не забываем, что левая нога у нас также активна, носочек тянем на себя. Чувствуем скручивание в грудном отделе и в поясничном. Ощущаем эту скруточку по всей спине. Дышим спокойным, ровным дыханием. И затем возвращаемся. Вновь обязательно встряхиваем стопами. Убираем напряжение. И еще одна подводящая поза к Падмасане, позе лотоса, который я вам покажу, она называется Агни Самхасана, попросту тибетский лотос. В принципе, эта поза, друзья, является проверочной. Если вы в ней уже сидите, то вы, в принципе, готовы к лотосу. Здесь у нас левая нога впереди. На нее мы укладываем правую ногу. У нас получается внутри треугольничек такой из ног. То есть правая голень у нас лежит на левой голени. Колено, соответственно, на стопе. Я понимаю, что не всем далеко это удастся сделать сразу, поэтому в помощь здесь вот может быть свернутое одеяло, опора, подушечка или кирпич. И здесь мы работаем вот в этом положении над выпрямлением спины.
Если у вас уже колено лежит, то здесь мы можем, опять же, через выпрямление спины мы можем попробовать усилить натяжение в ягодицах, в бедрах, опустившись. Здесь мы, такое получается у нас давление. Корпусом мы давим немножко на голень, тянется у нас еще лучше, включается спина в работу. Ну и можно совсем прямо глубоко опуститься, опять же, если позволяет растяжка. После чего мы можно стряхнуть ногами, расслабить их и затем повторить на другую ногу. Правую голень укладываем на коврик, сверху левую, немножко можно покачать. Я все делаю в таком своем темпе, вам, в принципе, каждое положение не менее минуты. И здесь либо у нас кирпичик, либо колено на стопе. Также первая задача – это выпрямление спины. Наблюдаем за ощущениями в бедрах, наблюдаем за тем, чтобы позвоночник был ровным. И либо мы просто сидим, стараемся прочувствовать, как постепенно уходит напряжение, либо мы опять же выполняем наклон настолько, насколько это у вас получается. После чего вновь мы ногами встряхиваем. И теперь давайте мы немножко попробуем все-таки. Кто уже готов, и вы чувствуете, что ваши бедра вам позволяют, ваши ноги тоже, в принципе, готовы к лотосу, мы попробуем. Если нет, то пока не нужно. Начнем с левой ноги, мы ее согнем, бедро хорошо разогрето, и уложим голеностоп как можно ближе к основанию правого бедра, левый голеностоп. Если это у вас получилось, то мы пробуем правую ногу приподнять немножко и уложить правую стопу сверху, в общем-то, сверху левой ноги к основанию левого бедра. Это достаточно глубокий вариант уже. Если вы чувствуете, что пока болезненно не получается, то мы осваиваем полулотос, ардха падмасану, когда мы уложили сначала левую ногу, а правую вот нет пока возможности ее уложить сверху, поэтому мы ее кладем вниз, и у нас получается пяточки рядом, одна пяточка над другой. Вот таким образом мы сидим. Ну, если вы в полном лотосе, если вам удалось, пробуйте посидеть, выпрямить спину и расслабиться в этом положении. И затем повторяем все на другую ногу. Правую укладываем стопу к основанию левого бедра. Немножко поработайте еще ногу, если это нужно, коленом, бедром. Все идет от бедра. Не нужно мучить голеностоп и колено. Все зависит от раскрытия тазобедренных суставов. И сверху к основанию правого бедра кладется левая стопа. Лотос освоен тогда, ну и, возможно, у вас вариант пока, когда левую ногу приходится положить вниз. Выбирайте свой, работайте в нем. И лотос освоен тогда, когда вы в нем можете сидеть расслабленно, и колени у вас полностью опускаются, касаются коврика. На это уйдет, может быть, много времени, но, поверьте, это того стоит, потому что это одна из лучших медитативных поз. Что ж, друзья, после того, как вы посидели в лотосе некоторое время или в полулотосе, обязательно выполните компенсацию, встряхните коленями, стопами, и затем можете полежать в шавасане, расслабиться или выполнить небольшую медитацию. Ну, а я с вами прощаюсь на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, практикуйте йогу. Всего доброго!